Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Только 31 марта перед новолунием помойте обязательно солью туалет и ванную. Почему это нужно сделать 31 марта и как правильно, какие слова говорить, друзья, все в этом видео. Также поговорим о народных приметах, поговорим о народном календаре и уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, 31 марта православная церковь почитает память святителя Кирилла. В народе этот праздник называется Кирилл Дери Полос. Сам Кирилл был рожден в Иерусалиме в 315 году. Его семья была христианской. В народе этот день получил такое название вследствие мартовской погоды и мгновенному таянию снега. Полозья можно было действительно ободрать, если выехать на санях утром в снег, который подмерз ночью. Люди в этот день молились и просили дождя опуститься, чтобы все, что они посеют, хорошо взошло, ну и, конечно, со временем дало хороший добротный урожай. А к знахарям обращались сегодня, чтобы те прочитали определенные магические слова от всяких несчастий. Погода в этот день могла о многом рассказать обычному человеку. Для этого не нужно было проводить обряды или обращаться к колдунам и ведьмам. Так апрель порадует своим теплом, а в мае будет летняя жара, если зацветет в этот день, 31 марта, мать и мачеха. Этим растением люди лечили почки и сердце, а женщины использовали отвар для умывания. Таким образом, они сохраняли красоту и белизну лица. Будет дождь, если увидите ночью в небе маленькие звезды. К потеплению вернутся и лебеди. Заморозков больше не будет и наступит весна, если появились комары. А чтобы сегодня не попасть в неприятности, не стригите ногти и волосы. Отмените сегодня все походы в салон красоты и постарайтесь перенести на другой день. Сегодня можно уделить время коже. Сюда подойдет и лицо, руки, ноги и кожа головы. Они как никогда нуждаются в уходе. Подарите им ванночки, увлажняющие крема и легкий массаж. Сделайте несколько масок в домашних условиях. Закажите на сайте или купите в магазине. Перед сном стоит выделить часа 2 на все, а после того, как сходите в душ и распарите свое прекрасное тело, нанесите все маски и оставьте на минут 30-40 в зависимости от зоны. После вы увидите результат сразу, и все будет очищено и гладко, а вот на следующий день можно будет уже все, что нужно, подрезать. Главное, не перепутайте. Сегодня вы можете потерять свою удачу в гостях, поэтому сегодня не ходите никуда, лучше оставайтесь дома. Лучшим решением будет просмотр какого-то хорошего сериала, новой премьеры или начните как вариант читать книгу, за которую вы давно думали, но никак руки не доходили прочитать и узнать, что же там такого интересного. Также можете полежать сегодня на диване, и это в какой-то степени должно быть обязательным пунктом в вашем списке. Откиньте все вопросы в сторону и телефон, кстати, тоже. Все, вы бессмысленно тратите время на просмотр социальных сетей. На это уходит много времени и расслабления никакого, только шея и палец болит. От того, как вы застынете на пару часов в одном месте. Пора меньше проводить времени в смартфоне, если сложно это контролировать, поставьте себе таймер на телефон с ограничением времени на час-два. Потом будут приходить вам уведомления, и вы будете откладывать телефон в сторону. А хорошим решением будет скачать приложения, а их много сейчас в интернете, где будут напоминания, что вам нужно, например, выпить стакан воды. Так вы сможете избавляться от плохой привычки и сразу замените на хорошую. Не стоит сегодня совершать покупки, потому что они не приведут ни к чему хорошему. Либо вы не получите удовольствие от купленных вещей или товаров. Стоит немного подождать, сезон скидок скоро запустится, и можно будет купить вещи с удовольствием для себя и для своего кошелька. Только смотрите, не перестарайтесь. Все скупать, конечно, не нужно, это не последние скидки.
Если сегодня вы искупали младенца, не вздумайте просто взять и вылить воду. В этот день нужно провести определенный обряд. Выливайте воду и проговаривайте следующие слова. Воду в землю, дитя в рост. Ну а чтобы не избавить ребенка таким образом в будущем счастливой жизни, хорошо будет искупать малыша в воде, в которую заранее вы бы добавили сушеные травы. Очень хорошо подойдет ромашка. Она и расслабит, и успокоит. После купания сделайте ребенку массаж ножек и ручек. В этот день хорошим будут делать добрые дела, но в тайне, чтобы об этом никто не узнал. Вскоре все вернется вам вдвойне. Можно сегодня сделать мелкие приятности, заказать, например, отправку цветов своей маме или бабушке, отправить курьера с едой к любимому на работу, или поставить под подушку или в куртку ребенку шоколадку. Выдумать для бабушки, что кто-то приходил и принес ей новый халатик. В общем, креативничать можно не только в кругу семьи, но и с друзьями, либо напарниками по работе. Главное, не раскрывайте свой секрет. Сегодня вы не сможете ни о чем думать другом, кроме любви. Все ваши мысли будут вертеться вокруг семьи. Возможно, это результат того, что вы слишком много работаете и не тратите время на поддержание своей чувственной и романтической стороны вашего характера. Сегодня вечером исправить это возможно. Найдите время насладиться жизнью. Заверьте своего партнера в прочности вашего союза и искренности вашей любви. Постарайтесь услышать и понять своего любимого человека. Сегодня вашему любимому человеку захочется побольше нежности, внимания и тепла с вашей стороны. Постарайтесь максимально удовлетворить эти потребности, тем более, что особой сложности вам не доставит. Также вы сегодня будете напоминать идеальную пару, такой, какой все будут завидовать и на которую будут все равняться. Постарайтесь запомнить, как это приятно, и сохранить это чувство. Если вы вдруг влюбились в другого человека, такое может быть, все-таки весна на улице, то сегодня стоит раскрыть все карты и не обманывать того, кто вам доверяет. Но если присутствует сомнение, приберегите парочку историй на потом. Сегодня ваши возможности превзойдут даже самые смелые ожидания, поэтому не переживайте, а дерзайте. В любом случае проявите выдержанность и повышенное внимание ко всем деталям. А вот именины сегодня отмечают 31 марта Дмитрий, Кирилл и Наталья. Обращаем ваше внимание, что в этот день, 31 марта, ни в коем случае не одалживайте кому-либо деньги, иначе вы рискуете оказаться в долгах до конца этого года. А также именно сегодня, 31 марта, друзья, последний день перед новолунием, да и конец месяца. Поэтому обязательно проведите простую практику. Возьмите, помойте туалет и ванную именно с солью. То есть сначала промойте, как вы обычно моете, с гелем, кто с содой моет, а потом возьмите ёршик или все зависит от того, как вы моете, и солью посыпьте щепоточку, и после этого скажите следующие слова: высшие силы, силы светлые в помощь придите. Негатив, дурные мысли очистите от всех бед и недугов, от плохого и дурного, от чужого и лихого. Я водицу заговариваю. Силы светлые, силы высшие для защиты призываю. Денежное благополучие и успех ко мне придите. Силой, данной мне Творцом, заклинаю. И пусть немножко эта соль побудет у вас. И после этого можете смыть. Вот такая, друзья, практика, которую мы всем рекомендуем провести на 31 марта, последний день перед новолунием. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 31 марта 2022 года. По лунному календарю нас ожидают 28 и 29 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Овен. Знаете, после тяжелого такого энергозатратного периода, каким были предыдущие дни, этот день наконец нам подарит немножечко прилив сил и напитает положительной энергией. Сегодня любая активность и инициатива принесут только положительные результаты, а поэтому торопитесь действовать и решать. Сегодня достаточно деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела.
Поэтому не упускайте возможность проживить этот день в движении, в действии и при поднятом настроении. Также постарайтесь сегодня получить заряд бодрости на долгое время вперед. В этот благоприятный день можно начинать любые дела, которые связаны со следующими жизненными сферами: с работой, с домом, также с садом, личными отношениями. Этот день благоприятен практически для любых дел. Вы знаете, этот сегодняшний день в то же время один из наиболее спокойных и светлых дней всего лунного месяца. Если вы на протяжении всего лунного месяца жили в согласии с лунными ритмами, то сегодня получите награду «Мудрость», которая дарована Луной. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос, знаете, в этот день, отрезая волосы или ногти, вы рискуете отстричь что-то важное в своей жизни. Есть мнение, что если постричься в этот лунный день, вы сократите себе жизнь, а вот наращивание, в свою очередь, может оказать обратное положительное воздействие. Что же касательно окраски волос, то глобальное окрашивание волос лучше перенести на другой день. Разрешено сегодня мелирование и тонировка натуральными красителями для укрепления социального положения. Также обращаем ваше внимание, что простая прическа поможет подстроиться к энергиям природы. Также обращаем ваше внимание, что в этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя и контролировать эмоции. Сегодня хорошо сажать все полезные растения и сеять обязательно добрые мысли. Нельзя валить деревья, рвать и дарить цветы. Сегодня вы даже можете стать свидетелем странных, загадочных и необъяснимых событий. Друзья, вот такой у нас с вами день, 31 марта. Обращаем ваше внимание, что сегодня, 31 марта, последний день перед новолунием. И 1 апреля нас всех ждет новолуние в знаке зодиака Овен. Более подробно о новолунии и о том, что нам ожидать, друзья, у нас видео на YouTube-канале. Поэтому обязательно после просмотра этого видео переходите на сам канал и смотрите видео. Надеемся, мы предоставим для вас очень интересную там и полезную информацию. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации. Прекрасного вам 31 марта, пусть он пройдет чудесно, а нас впереди ждут интересные и важные события.